Бисквитный рулет с джемом – самый быстрый вариант. Вам нужно всего лишь приготовить тесто, а это дело каких-то 10 минут. Начинка же уже готова, сегодня будем готовить именно такой простой рулетик к чаю. Ну кто откажется от такого десерта? Согласитесь, это куда лучше бисквитных рулетов из магазина. Он настолько нежный, что прямо тает во рту, и только вы решаете, какой вкус ему придать. Будет это однородный джем или с кусочками фруктов, а может вы и вовсе предпочтете варенье. С этим рулетом можно все. Бисквит для этого рулета готовится без разрыхлителя по классической технологии. Поднимать его будут взбитые яйца. Список ингредиентов к этому рецепту вы найдете в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». Всем привет, меня зовут Галина Артеменко. Рецепт этого бисквита для рулетов я просто обожаю, считаю его идеальным. С ним не нужно суетиться, сворачивать в горячем виде, потому что он остается эластичным даже после остывания. Секрет такой вот особой эластичности бисквита в уменьшенном количестве муки и в добавлении крахмала, а также, как и все бисквиты для рулетов, его очень важно не перепечь. Погнали готовить, смотрите дальше, я расскажу о том, какую хитрость использую для того, чтобы этот бисквитный рулет был идеально пропитанным. Для бисквита возьмите 5 яиц комнатной температуры, 125 граммов сахара и щепотку соли. Также подготовьте 60 граммов муки и 20 граммов крахмала. Для начинки я взяла 500 граммов домашнего клубничного джема, в котором попадаются и кусочки. Для отделки я буду использовать 80 граммов шоколадных конфет, которые растоплю. Разделите яйца на белки и желтки. Яйца должны быть комнатной температуры, это важно. Так сахар в них растворится и зафиксирует структуру. Взбивать лучше сперва белки, а затем желтки. Так не нужно будет мыть венчики. Если сначала взбить желтки, перед белками венчики нужно обязательно помыть и вытереть. К белкам добавьте щепотку соли и начните взбивать их. Сперва делайте это на небольшой скорости и постепенно увеличивайте ее. Когда образуется мягкая пена, начните понемногу всыпать в белки сахар. Всыпьте постепенно половину сахара из общего объема, взбивая белки до мягких пиков. Именно эта стадия взбитости хороша для приготовления бисквитов, так как пена эластичная и хорошо поднимается в духовке. Теперь всыпьте оставшуюся половину сахара к желткам и взбивайте их до плотной, пышной, светлой массы. Желтки можно сразу взбивать на высокой скорости, так процесс будет идти быстрее. Посмотрите, как выглядят взбитые желтки. Пришло время смешать тесто. Отправляйте взбитые желтки ко взбитым ранее белкам. Смешайте оставшиеся два ингредиента – муку с крахмалом. Просейте их в миску со взбитыми белками и желтками. Аккуратно движениями снизу вверх перемешайте тесто. Я использую для этого силиконовую лопатку, ею работать очень удобно. При этом вращайте миску, чтобы тесто смешивалось равномерно. Важно вмешивать сухие ингредиенты довольно быстро, не перемешивая тесто слишком долго и не выпуская из него воздух. Тесто должно получиться очень нежным. Застелите противень листом пергамента и отправляйте на него тесто. Аккуратно распределите тесто по всей поверхности листа, разравнивая его до однородного по толщине слоя. Так бисквит пропечется равномерно и у краев, и по центру. Я использую для этого такую вот большую спатулу. Ею разравнивать бисквиты для рулетов особенно удобно. У меня на канале есть еще один рецепт бисквитного рулета. В нем очень нежная начинка из абрикосового пюре и творожного крема. Ссылку я оставлю в описании. Отправляйте бисквит выпекаться при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Я использую режим конвекции. Итак, маленькая хитрость, которой я всегда пользуюсь для того, чтобы приготовить максимально нежный, максимально сочный и идеально пропитанный бисквитный рулет, заключается в том, что я всего лишь снимаю корки после того, как бисквит уже готов. Делается это достаточно просто, и благодаря этому открываются все его поры, и они идеально вбирают в себе всю начинку, которую вы захотите туда положить. Получается просто волшебно. Перетяните бисквит на пергаменте на рабочую поверхность. Он нежный, но упругий. Это значит, что он хорошо пропечен. Накройте верх бисквита листом пергамента. Это поможет снять верхнюю корку. Пригладьте пергамент руками. Переверните бисквит на другую сторону и аккуратно снимите тот лист, на котором он выпекался. Смотрите, какая красивая у него структура. После этого снимите лист пергамента сверху. Вместе с ним отойдет и верхняя корка. Если в каких-то местах она не сойдет, можно легко скатать остатки руками. В
качестве начинки для такого бисквитного рулета выбирайте свой любимый джем или варенье. У меня клубничное, домашнее, на пектине. Я очень люблю готовить густые джемы на пектине и люблю их использовать для бисквитов. Кстати, у меня на канале есть рецепт такого вот джема. Я готовила его там из черешни, но по такому же принципу готовлю из разнообразных ягод, из разнообразных фруктов. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Мне нравится использовать именно густые загущенные джемы, потому что их можно положить довольно щедрым слоем. На один рулет у меня уходит около 450 граммов джема. Это довольно-таки много. Если вам нравится, когда начинки меньше, просто используйте меньше. Дело вкуса. Давайте наполним рулет. Выложите на бисквит джем. Распределите его по всей поверхности. С одного края слой джема должен быть совсем тонким. Это нужно для того, чтобы джем не вылезал в конце сворачивания рулета. По сути, с этого края джем будет играть только роль клея для конца бисквита. Сверните бисквит в рулет. Старайтесь свернуть его таким образом, чтобы рулет получился плотным, но джем при этом не выдавливался и остался внутри. Оберните рулет листом пергамента, который поможет зафиксировать форму. Затем плотно заверните бисквитный рулет в пищевую пленку. Она сохранит влагу и не даст бисквиту подсыхать. Отправляйте рулет в холодильник на 2-3 часа для пропитывания. За это время форма рулета окончательно зафиксируется. Вот такой плотный сверток у меня получился. Для отделки такого вот бисквитного рулета прекрасно подойдет любая растопленная шоколадка, какие-нибудь шоколадные конфеты или приготовленная вами шоколадная глазурь. Если вы не хотите заморачиваться, просто посыпьте его перед подачей сахарной пудрой. После того, как рулет пропитается, отделайте его по своему вкусу. Можно отправить его на несколько минут в морозилку, чтобы шоколадная отделка схватилась, но я не стала ждать и сразу разрезала его. Посмотрите, какой он нежный и сочный. Идеальное угощение и такое простое в приготовлении. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось, дизлайкайте, если не понравилось, напишите мне в комментариях, какой джем или варенье вы любите больше всего. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, впереди еще очень много вкусных видео, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать их. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».